НЛП. Нейролингвистическое программирование. Не до конца признанное в классической психологии направление. Наукой не доказана его эффективность, однако приемы успешно используются, хотя и вызывают споры. Состоят из лингвистических и психологических техник. Многие из них отлично работают. Зная приемы, можно легко добиться нужного поведения от других людей. И хотя мы не призываем использовать техники манипуляции, знать их необходимо, чтобы вовремя понять, что вами пытаются управлять. Применяют НЛП совершенно в разных областях: социальных контактах, бизнесе, рекламе, для личностного роста. Удивительно, но даже простые методики работают. Это не гипноз, потому что человек остается в сознании, не переходит в состояние транса. Основано нейролингвистическое направление в 60-х годах XX века. Основателями считаются профессор лингвистики Джон Гриндер и студент Ричард Бендлер. Долгое время они изучали работы известных психотерапевтов, общались с пациентами, проводили семинары. В результате выделили нейролингвистическое программирование в отдельное направление. НЛП можно определить как комплекс психотехник, вербальных и невербальных приемов. С помощью них можно доводить до мозга человека определенную информацию с целью изменения поведения и мышления. НЛП способна на многое. С помощью специальных приемов можно управлять собственным мышлением другими людьми. Специальные техники позволяют вызвать совершенно любые эмоции, помогают избавляться от негатива. Некоторые считают, что использовать приемы манипуляции для управления другими людьми не совсем корректно. Однако бывают ситуации, когда НЛП позволяет скорректировать отношения, направить поведение человека в нужном направлении, не причиняя ему вреда. НЛП позволяет легким путем решить многие задачи, посмотреть по-другому на проблемы. С его помощью можно быстрее достичь цели. Где применяют НЛП? Со времени основания направления техники совершенствовались, дополнялись. Теперь их используют не только для работы с пациентами, но и во многих других областях. Расскажем о наиболее распространенных областях применения. Переговоры. Знание даже базовых техник помогает подстроиться под собеседника, вызвать к себе доброжелательное отношение, интерес, отслеживать состояние оппонента, его настроение. С помощью техник можно читать мысли, предполагать, правду ли говорит собеседник, как он настроен, и подвести его к нужному решению. Продажи. Психология давно вошла в сферу продаж. С появлением НЛП появились интересные приемы. Техники управления сознанием используют при постановке задач, планировании, работе с клиентами. Общение, коммуникация. Не обязательно использовать сильные и негуманные приемы манипуляции. В процессе коммуникации применяют такие техники, как рапорт, введение, подстройка, калибровка. Различные методики НЛП используют и в психотерапии. Разнообразие техник позволяет найти лучший контакт с пациентом. Незаменимо НЛП и для публичного выступления. Его техники используют при подготовке для управления группой, создания нужного настроения. Различные приемы нейролингвистического программирования нашли свое применение и в актерском мастерстве. Актер должен не просто понравиться зрителю, а вывести его на нужные эмоции, донести сюжет, информацию. В маркетинге, рекламе НЛП применяется повсеместно. Разнообразию приемов уже никого не удивишь. Профессионалы соревнуются между собой в создании эффективной рекламы, и в основе, зачастую, лежат именно приемы НЛП. В коучинге используются практически все инструменты НЛП. Якорение, постановка задачи, калибровка, даже психотерапевтические методы. НЛП используется и в других областях: соблазнение, межличностные отношения, в процессе набора персонала, в разведке и многом другом. Наиболее распространенные техники манипулирования. Перейдем непосредственно к вопросу: каким образом при помощи нейролингвистического программирования можно манипулировать людьми?
Расскажем о самых базовых и доступных техниках. Присоединение – одна из первых техник, которую изучают НЛПшники. Наш мозг постоянно находится в состоянии готовности. Если что-то вызывает настороженность, он пытается интуитивно защититься, но мозг при этом более благосклонно реагирует на людей, поведение которых схоже с нашим. Надо всего лишь начать в чем-то копировать другого человека. Однако не все так просто. Собеседник не должен заметить, что копирование происходит слишком явно. Например, надо не точно перенимать позу другого человека, а лишь отдельные моменты – положение руки, ног, поворот тела. Присоединиться можно и копируя походку. Рапорт. После подстройки надо выстроить доверительные отношения, пространство, где оппонент чувствует себя комфортно. В этом случае снижается порог критичности к человеку. Пример. Я такой же, как ты. Я тоже люблю ходить в кино. Я читаю классическую литературу. Мне очень нравятся походы в лес. Техника ведения. После того, как проработаны предыдущие приемы, можно с легкостью управлять человеком и заставлять его действовать по нужному сценарию. То есть мы подстраиваемся, создаем рапорт, используем другие приемы, а затем предлагаем объекту совершить нужные нам действия. В НЛП активно используются не только техники подстройки и ведения, но и речевые. Техника 3 «да». Делается это с помощью 3 вопросов. На 2 первых человек обязательно должен ответить утвердительно, после чего на последний вопрос или просьбу ему будет сложнее сказать «нет». К слову, эта техника используется и в так называемом цыганском гипнозе. Следующий прием – переключение внимания. Например, вам не нравится разговор. С помощью вопроса переводишь внимание на другую тему. Все дело в том, что наш мозг способен концентрироваться на чем-то одном, поэтому, переключая внимание, мы отвлекаем его от предыдущего объекта. Яркий пример, когда мошенник обманывает кассира, забирая у него купюру. Прием достаточно известный, и многие неопытные люди на него попадаются. Еще одна техника, заслуживающая внимания – рефрейминг. По-другому ее можно описать как переформирование позиции, то есть заставить человека или себя взглянуть на ситуацию по-иному. Например, заменить негативное слово более нейтральным или позитивным. Он глупый на «он дольше оценивает ситуацию». Слова-ловушки. Мало кто готов сознаться, что он чего-то не понял или сделал неправильно. Но каждый любит, чтобы к нему обращались как к компетентному лицу. В этом случае хочется подтвердить свое мнение. Фразы, которые можно использовать. Вы знаете, вы же поняли, что, как вам известно, разрыв шаблона. В обычной ситуации прибегаем к необычной фразе или действию, которых собеседник не ожидал. Для этого выбирается ситуация, поведение, которое надо изменить. После чего действуешь совершенно неожиданным образом. Еще один интересный прием, который в большинстве случаев работает безотказно, если собеседник не понимает, в чем дело. Надо создать иллюзию выбора. Сделать это просто – предоставить оппоненту выбор из 2 вариантов, выгодных для вас. С детьми прием тоже работает. Пример – сделаем это сейчас или ближе к вечеру. Трюизм. Метод основан на высказывании общеизвестного мнения. Все люди стремятся к счастью. Каждый бизнесмен стремится получить выгоду. Успешные люди любят учиться. Используется для манипуляции и техника забалтывания. Основной принцип – говорить много, перескакивать с темы на тему, в речи активно использовать предлоги, союзы. С союзами интересная история. Негативные, такие как «но», надо использовать как можно реже. Вместо него лучше вставлять союз «и». Он смягчает высказывание и делает фразу более позитивной для восприятия. У вас красивая прическа, но волосы короткие. Вместо нее у вас красивая прическа и волосы короткие. Заметили, как изменился оттенок фраз?
Она уже не вызывает отторжения, а больше похожа на комплимент. Заканчивается разговор просьбой, и считается, что собеседник не сможет отказать. Намеренное переспрашивание. Человек может переспросить что-то, если не расслышал, не понял. Однако этот прием применяется и в целях манипулирования. Техника основана на том, что дважды переспрашивается услышанное, повторяя собеседника, но внося в контекст иной смысл. Для словесного программирования применяется и вопрос-команда. Сложно что-то напрямую приказать человеку, это вызывает естественное сопротивление. Но команда, заданная в виде вопроса, звучит мягче и ненавязчивее. «Не мог бы ты прямо сейчас налить мне чашечку кофе?» Оборот «чем» тем не менее эффективен. Чем дольше мы оттягиваем решение задачи, тем сложнее сделать выбор. Используются в разговоре и другие техники. Лживое невнимание. Заметили, что собеседник выражает равнодушие, постоянно отвлекается, стоит насторожиться. Вам кажется, что вас не слушают, при этом вы выдаете больше информации, чем хотелось бы, а собеседник при этом все отлично слышит. Гнев. Человек внезапно показывает, что он разозлился. В итоге собеседник готов пойти на уступки. В этом случае лучше сохранять спокойствие, показать безразличие к негативным эмоциям оппонента. Ирония. С помощью насмешливого тона собеседник пытается достичь состояния вашего гнева, вывести вас из себя. В этом случае критичность мышления снижается, и можно выдать лишнюю информацию. Каким образом человек воспринимает воздействие и подвергается манипуляции? Задолго до появления НЛП было замечено, что люди отличаются по типам восприятия. Аудиалы лучше воспринимают мир через звуки, поэтому до них доносить информацию лучше через слова, музыку. Визуалы. Для них важны зрительные образы. Кинестетики воспринимают мир посредством ощущений, прикосновений. Дигиталы. Интересная разновидность. Для таких людей важно мышление и внутренний диалог. Техники воздействия подбирают с учетом того, какой вид восприятия преобладает у человека. Определить это можно следующим образом. У аудиалов во фразах будут слова типа «я слышал», «он мне сказал». У визуалов, оперирующих зрительными образами, можно услышать фразы «давай посмотрим», «я увидел», «посмотри». В речи присутствуют яркие описания образов. Кинестетики больше направлены на эмоции, ощущения. Они говорят «я почувствовал», «ощутил», «мне грустно», «не хватает внимания». Люди, для которых больше важен внутренний диалог, скажут «надо подумать», «я подумал». Всегда ли работает НЛП? Применение приемов нейролингвистического направления вовсе не означает, что на 100% можно достигнуть нужного результата. Во многом эффективность техник зависит от личностных качеств, обстоятельств. Людям, имеющим харизму, проще манипулировать другими. В любой технике важна естественность. Если собеседник поймет, что им манипулируют, доверие будет потеряно, и он начнет сопротивляться внушению. НЛП требует тонкости, точного расчета своих действий, слов, движений. Надо сказать, что и зачем применяется, цель манипулирования. НЛПшник должен проявлять уверенность, доброжелательность, уметь вызвать к себе доверие с первых фраз. Это длительная работа над собой, наработка навыков. Не получится прочитать теорию и сразу, с легкостью применять приемы. К сожалению, НЛП зачастую используется именно для манипуляций в бизнесе, на тренингах, рекламе, в личных отношениях. Между тем, методика может быть полезной, если надо установить контакт с человеком. Еще хуже, когда НЛП используют дилетанты. Выучив несколько приемов, они начинают бесконтрольно пробовать их на окружающих. Как результат, негативное отношение людей в ответ на попытки манипулировать ими. Опасно ли нейролингвистическое программирование? Зачастую НЛП пользуют мошенники. Достаточно знать даже несколько базовых приемов, чтобы с легкостью управлять людьми.
Не обязательно, чтобы человек находился рядом. Манипулировать можно по телефону, в переписке. Причем приемы настолько тонкие, что не знающий их человек не сразу поймет, что им управляют. Применять НЛП надо с осторожностью, не пользоваться им повсеместно. Знать техники стоит в первую очередь для себя, чтобы уметь защититься от попыток манипулирования. Мы хотели бы предостеречь от бездумного применения нейролингвистического программирования, и тем более экспериментов над близкими людьми. Да, во многих случаях НЛП – это помощник, но пользоваться им надо правильно, не стараясь нанести вред другим людям.